Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео будем с вами разговаривать касательно следующего инженера в колонии, который позволяет вам сделать максимальные щиты-накопители. Ну, то есть банки щита. Правда, в 4 гаечки, в 5 никто не может, но все же. И при этом этот парень довольно-таки, так сказать, тоже мастер на все руки, как и предыдущий, как и любой инженер в колонии, потому что здесь действительно можно, заинженерить практически все. То есть сюда смело можно переезжать. В общем, обо всем подробнее далее, друзья. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМЯ контент. Поехали. В общем, вот наш инженер, который нам позволяет это дело делать. Вы узнали о Мелли Брэндоне от Эльвиры Мартук. Что это означает? Нам нужно вот этот инженер, Эльвира Мартук, и качнуть ее в 4 гайки. Касательно ее, как она открывается и что с ней делается, есть видео на канале. Это будет в начале видоса в подсказочке, либо здесь, либо в описании, так что проблем с этим нету. Но проблема есть с другим. Вы можете воспользоваться услугами Мэла Брэндона, поскольку получили приглашение от Совета Колонии. Сейчас давайте по поводу приглашения Совета Колонии. Так вот, вам нужно поднять отношения с фракцией Колонию Консул до дружественной. Как это дело проворачивать? Естественно, выполняем задание с репутацией. Чем выше репутация, тем лучше. То есть, если есть выбор взять, допустим, за выполнение задачи влияние плюс, либо репутацию, берем репутацию. Сейчас покажу, как это выглядит. Допустим, вот это JQ Station, это большая станция в системе, именно в системе колонии. Заходим на панель миссий, находим нашу фракцию, которая нам нужна, колония консул. И здесь, допустим, смотрим определенные задания. Допустим, вот есть курьерка, да? Репутация, влияние. Берем, ребята, репутацию и только ее. И да, количество миссий, которые здесь представлены, будет зависеть от ранга. От торгового ранга, исследовательского и боевого. То есть в данном случае на этом аккаунте, кстати, спасибо еще раз Миду 510 за то, что дал свой аккаунт. Тут у нас боевой эксперт, торговый магнат, исследовательский скиталец. То есть чем это дело будет выше, тем и больше будет представленных заданий. И чем будет выше репутация, тем тоже. Я думаю, с этим разобрались. После чего вам вот сюда придет сообщение, приглашение. И вы летите к инженеру в его систему. Ну, отвозите курьерку, ну и так далее. Я думаю, это понятно. Также вот Сириус Атмосферик и с остальными инженерами, где нужно было отношения с фракцией поднять. И следующий пункт, который нам нужен, он, вообще просто расплюнуть. Вы выполнили первоначальный контракт, предоставив наградные ваучеры на сумму в 100 тысяч кредитов. Ну, я думаю, соточка кредитов, 1000 у вас точно заваляется, учитывая, какой корабль вы будете собирать, чтобы полететь, сколько времени пройдет, и, скорее всего, полетите вы не сразу, не на первых порах, как начнете играть. Так что с этим проблем у вас быть, не должно. Ну, собственно, вот, пожалуйста, станция Вебрик, система Лучтайна, вроде так произносится. Планета А1Си, но у вас это будет отмечено с фиолетовым значком инженера. Ладно, заходим в мастерскую и смотрим, что тут у нас имеется и что у него по биографии. Мэл Брэндон мастер на все руки, он знает все о лазерном оружии, щитах, ФСД и двигателях. Когда-то бесславно отчислили из Федерального флота за отказ нанести удар по бастующим рабочим. Столь строгий кодекс чести принес ему уважение сослуживцев, поэтому у него и по сей день сохранились кое-какие полезные связи среди жителей колонии. Интересно, интересно. Ребята, тут этот парень может делать все. Давайте смотреть. Ну, конечно, не прям все, но, допустим, двигатели. Любые размеры, в 5 гаек, все возможные грязные настройки, усиленные, чистые, естественно, экспериментальные эффекты, шикарно. Щитогенераторы. Естественно, что призма, что двухпоточку, и противокинетические, и энергосберегающие, усиленные, термостойкие. Только что-то я надежных не вижу. Кстати, да, что-то нет надежных щитов, которые в жир уходят. А, вот есть усиленные. Все, нормально. Испугался. Пульсирующие лазеры. Пожалуйста. Усилитель щита, конечно же. Взрывостойкий, надежный, противокинетический, универсальный, термостойкий. Тоже все имеется. Щитонакопители. А вот это, ребята, уже серьезно, и это надо бы вам закрепить здесь, этот чертеж. И, наверное, все-таки я вам буду рекомендовать быструю зарядку. Ну, это как вам уже захочется. Но не забывайте то, что только 4 гайки, 5 в этой игре никто не может сделать. И вам нужен хром, электрохимические массивы, термические сплавы с собой иметь, наборные резисторы, опять-таки хром, сера, гибридные конденсаторы, осажденные сплавы, хром, электрохимические массивы, термические сплавы. Все это с собой нужно иметь изначально, чтобы сделать быструю зарядку.
и зафиксировать ее, то есть закрепить чертеж. Если вы закрепите одну гайку, вы только одну гайку сможете делать и не сможете ее прокачать дистанционно. Так что заранее, ребята, завезите много материалов, пофармите их, не поленитесь. Далее, адаптивные у нас что тут нужно? Специальные микропрограммы, опять-таки они проводящие компоненты, исключительные зашифрованные данные об излучении, проводящие компоненты, взломанные промышленные микропрограммы, проводящие компоненты, взломанные промышленные микропрограммы и И3, ребята. И да, опять-таки все это нужно завести. Но это, естественно, не все. Идем дальше. Импульсные лазеры. Опять-таки, тоже все можем. То есть эффективное, точное, легкое, дальнобойное крепление, усиленное, улучшенная скорострельность, бластер малого радиуса действия. Кстати, хорошая штука и прочное крепление. FSD-шечка. Также можем ее прокачивать как только мы хотим. Последовательность быстрого запуска, увеличенная дальность, которую только я, в принципе, вот только ее и качаю, и защищенный FSD. Далее FSD-перехватчик, что удивительно, тоже тут можно сделать. FSD с расширенной дугой захвата, большая дальность захвата, тоже все можно. Пучковые лазеры, конечно же. И вам тут все будет доступно. Самое главное в этом деле, конечно, наверное, дальнобойный, но смотря какой у вас вид. Если у вас вид корвета, который я собирал на пучковых, то там немножечко по-другому. В общем, инженеры в колонии реально молодцы. Тут практически можно сделать все. Так что, ребята, если вам надоело жить в пузыре и так далее, хотите поближе к центру галактики, то переезжайте, но в большинстве случаев весь движ находится в пузыре. Я сейчас говорю про цели сообщества, про более большое количество игроков, но возможно, когда-нибудь это дело поменяется. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous. И там, друзья, мы подходим, либо уже перешли 460 видео. Говорю общее количество, чтобы вы понимали, сколько контента в этой игре, сколько дел в этой игре, сколько всего еще, не отснято, потому что, наверное, половину, может, чуть больше я отснял. А еще Одиссея вышла, и дел там навалилось прям так нормально. Такой момент. Примерно 1/5, 1/6 от всех видосов я структурировал в плейлисты. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, вооружение, материалы, данные, стражери, обзоры, построение различных фитов, торгоиды, интересные различные места, наземные миссии, ручное оборудование, комбезы, новые инженеры и по инженерам отдельный плейлист. Ребята, контента много, но все же таки общая картина в одном большом общем плейлисте по элитке. Плюс будут еще ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, собирать друзей, поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку, не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, да. Еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, есть свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если хотите вступить, ребята, то вам в Дискорд. Там подробные правила, эскадры и так далее, потому что шнуры мы не дергаем, нафиг это надо. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.